Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашем видеоролике речь пойдет о собеседовании перед венчанием. В наше время для того, чтобы повенчаться, жениху и невесте необходимо пройти собеседование в храме, где они собираются венчаться. Обычно этот храм является их приходским храмом, то есть они живут неподалеку, в рамках этого прихода. В таинстве венчания, как и в таинстве крещения, должна быть подготовка. Какая же это подготовка? Прежде всего, нужно прийти к священнику, которого вы хотите попросить венчать вас, за полгода хотя бы до венчания. Для чего это делается? Чтобы выяснить все обстоятельства, все необходимое для того, чтобы сделать вывод, что вас венчать можно, что вы не являетесь родственниками, что ранее священник обязан был объявить с церковного амвона во время службы, что данные люди собираются вступить в брак. Если кто-то что-то имеет против или может что-то рассказать такое, что брак станет невозможен, он должен это сделать, идти к священнику и все ему рассказать, почему он считает, что этот брак не может состояться. То есть так называемый предбрачный испыт. Была такая традиция, она и сейчас, в принципе, есть во многих местностях. То есть, если никто не объявил о том, что против такого венчания, вступления в брак этого человека и этой девушки, женщины, значит, священник будет венчать. Если ничего больше не выяснится того, что будет препятствовать браку. Обычно, когда приходят люди, желающие венчаться в храм, им могут дать памятку с перечислением того, как им нужно готовиться, с перечислением того, тех нюансов, которые нужно знать. Да? И также важно, чтобы мы знали, какие есть препятствия к венчанию. Ну, прежде всего, церковь не допускает вступления в брак более 3 раз. Также не допускается венчание, если один из брачующихся, а тем более оба, объявляют себя атеистами и говорят, что пришли на венчание лишь по настоянию родителей, либо супруга, либо супруги. Далее, если хотя бы один из супругов не крещен, не собирается принять крещение перед венчанием, также венчать невозможно. Далее, если один из будущих супругов фактически состоит в браке с другим лицом, сначала нужно расторгнуть этот брак, и уже далее, когда брак расторгнут, особенно если он был церковным, венчанным, нужно взять разрешение архиерея на его расторжение и благословение на вступление в новый брак. Далее, не допускается венчание, если есть кровная родственная связь жениха и невесты, либо родство духовное, то есть жених и невеста покрестили вместе одного и того же ребенка, и уже являются духовными родственниками, уже их брак невозможен. Также есть моменты, периоды, когда венчание не совершается. Какие же это дни? Ну, конечно же, в течение всех 4 постов в году. Рождественского, Великого, Петрова поста, Успенского поста. Далее, в сырную седмицу, или, скажем так, на Масленицу по-народному. Далее, в пасхальную седмицу, то есть неделя после Пасхи, которая называется еще Светлая седмица, мы тоже не венчаем. Далее, в период от Рождества Христова до Крещения Господня. Он называется Святки. Этот период мы также не венчаем. Также есть правило, что мы не можем венчать жениха с невестой накануне воскресного дня, в субботу, а также накануне Лунодесятых, великих и храмовых праздников, по вторникам и четвергам, то есть накануне постных дней, Среды и Пятницы, а также накануне и в дни усекновения главы Иоанна Крестителя 10-11 сентября и воздвижения креста Господня 26-27 сентября. Но исключения из этих правил могут быть сделаны только правящим архиереем. Далее. Как готовиться жениху с невестой? Прежде всего, конечно же, помни, что жизнь семейную нужно начинать именно с Божьего благословения, а не с греха. Поэтому
сожительство не допускается. То есть уже плотские отношения начинаются после венчания, после того, как это уже не жених с невестой, а уже муж и жена, по церковным правилам, по канонам. И поэтому важно, чтобы человек, и жених, и невеста, приготовились к исповеди за все, что они помнят время. И также желательно, чтобы исповедь проходила у священника, который их будет венчать. Священник, храня тайну исповеди, выслушав жениха, выслушав невесту, он может дать им общий совет, исходя из их исповеданий, общий совет, который поможет и жениху, и невесте хранить в доме мир и спокойствие. Вот, это важно. Также жених с невестой должны вместе причаститься перед таинством венчания. Когда они это сделают, это уже их задача, но чтобы сильно не затягивали, чтобы не было впритык, то уже венчание, а еще они не были на исповеди. То есть, чтобы мы знаем, что какая суета бывает перед венчанием, перед свадьбой, поэтому, чтобы этого избежать, этой суеты, нужно все сделать чуть заранее. Также, когда люди готовятся к исповеди, к причастию перед венчанием, нужно стараться максимально все хорошо вспомнить, да? Чтобы, если какие-то вы вдруг вспомнили, скажем так, не отданные долги, да, в плане отношений с кем-либо, вы должны, скажем так, все обсудить, все решить, чтобы никаких претензий на момент венчания к вам не было. Потому что священник спрашивает и у жениха, и у невесты на венчание, не обещался ли иной невесте, а у невесты спрашивает, не обещалось ли иному мужу. И тут нужно честно ответить, что не обещалось, не обещался, никаких хвостов у нас не осталось. Все у нас уже закончено, то, что не развилось в нормальные отношения, оно уже, скажем так, история. И сейчас у нас только одно. Этот брак, который сейчас начинается, он будет заключен, он будет осуществлен, венчание совершится, и мы станем пред Богом и пред обществом мужем и женой. И отныне для мужа будет единая женщина, жена, а для жены единственный мужчина, это ее муж. Если они правильно сохранят себя, правильно пребудут в браке, то такой брак действительно удостоится от Бога великой небесной награды, и они вместе войдут в Царствие Небесное. Также в памятках очень часто обозначивают, что нужно с собой иметь на венчание. Значит, прежде всего, это свидетельство о заключении брака, либо справка, когда назначена роспись данной пары. Справка из ЗАГСа. Далее, 2 полотенца или рушника. В некоторых местностях, особенно это Беларусь, Польша, часть России, где есть такие традиции, на венчание нужны тканые рушники, да, то есть полотенца с вышивкой, на которых стоят жених с невестой, и одним из таких полотенцев связывают им руки в знак связи или уз брака. То есть они должны быть, если есть такая традиция в этой местности. Далее, обручальные кольца. Перед началом венчания священник их забирает в алтарь, освящает и уже освященные надевает на пальцы жениху и невесте. Далее, 2 иконы Спасителя и Божьей Матери, так называемые венчальные иконы, которые после венчания занимают достойное место в красном углу, либо в месте, где молитвенный угол в этом доме жениха с невестой, уже мужа и жены будет. Вот там они помещаются в месте почетным, достойным, и перед ним совершается домашняя молитва в дальнейшем. Конечно же, еще, кроме обручальных колец, икон, нужно иметь венчальные свечи. Обычно они даются в храме после оформления венчания, в записи в специальную книгу регистрации венчаний. Но если вы пожелаете иметь свои свечи какие-то особые, большие, красивые, фигурные, в этом нет препятствий. Нужно их перед началом венчания отдать вместе с кольцами священнику в алтарь, чтобы он их тоже осветил. И уже по окончании венчания вы должны эти свечи
забрать, и они должны храниться у вас дома, обычно за иконами, в месте святом, ваши венчальные свечи. Далее, также иметь жениху с невестой необходимо нательные кресты на груди. Ну и есть такие традиции, что также перед венчающимся в церковь входит сват и вносит каравай, который полагается по центру храма и после венчания отдается либо хору, либо священнику. И то есть как бы такой вот тоже замечательный обычай. Также мы должны с вами помнить, что когда люди идут в церковь, они должны постараться должным образом одеться. То есть, чтобы действительно выглядеть замечательно, красиво. Ну и помнить, что в нашем мире, в наше время есть самая разная мода. Но жених с невестой должны выглядеть достойно. Да? Чтобы невеста была одета замечательно, целомудренно, скрыта от чужих взглядов. Да? Все необходимое было закрыто. Жених тоже должен выглядеть достойно. Вот. И также мы должны с вами помнить, что когда невеста входит в храм, именно в белом платье входит дева, то есть та, кто не состояла в браке еще, та, кто сохранила целомудрие до брака. Именно тогда она имеет право на белое платье. Потому что раньше, если случалось так, что вступала в брак уже женщина, а не девушка, то, конечно же, от своих односельчан можно было много чего выслушать перед входом в храм. Поэтому здесь очень важный момент, то, что уже многие традиции такие жесткие, они уже отошли в прошлое. Но все же нужно понимать, что они имели место быть. И если вы в белом платье, то оно хотя бы должно быть закрытым, прикрывать самые откровенные места, чтобы никого не смущать. Это важно. Также в венчании должны принимать участие два человека. Свидетель и друг жениха, и свидетельница и подруга невесты, которые обычно держат венцы и выступают свидетелями совершения таинства. Также, когда совершается таинство венчания, очень часто приглашается видеосъемка, оператор и фотограф. Тоже нужно дать указания им, чтобы те, кто их нанимают, попросили их одеться достойно, чтобы они были в приличном виде, в трезвом состоянии, ну и, конечно же, не мешали проведению таинства, чтобы они видели все, а их сильно видно не было. Тогда будет все хорошо и все достойно. Также еще важно, чтобы мы с вами помнили, что таинство венчания – это то таинство, когда нужно присутствующим всем вникать в суть происходящего, особенно жениху с невестой. Поэтому важно, чтобы накануне жених с невестой отдохнули, выспались, не переедали, но тем более не употребляли, а еще более неправильно злоупотребляли алкоголем. То есть это важно, чтобы мы с вами понимали, потому что когда совершается таинство венчания, и жених, и невеста, от них требуется особая внимательность, особая, скажем так, отдача, вникание в суть происходящего. И, соответственно, они должны быть должным образом подготовлены, сосредоточены, и поэтому нужно накануне действительно отдохнуть и не суетиться. Должны быть люди, которые обеспечат проведение свадьбы. Это родственники, родители, братья, сестры, которые действительно должны уже потрудиться, чтобы освободить жениха с невестой от такой суеты, которая будет для них сейчас излишняя. Именно через таинство брака человек приобретает свою вторую половину, становится единым целым со своей супругой, а супруга единым целым со своим мужем. И Господь в Евангелии говорит так: «Тако да оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будет два плоть едина. Тайна сия велика есть». То есть Господь говорит об этом таким образом. То есть двое становятся единым целым. И действительно мы видим, что так оно и происходит.
Далее мы видим, что брак, когда мы венчаем жениха с невестой, во время венчания у них над головами держат венцы, либо одевают в некоторых местностях, есть такая традиция. Что же они собой символизируют? По сути, это награда за сохраненное целомудрие до брака, а также аванс за будущую жизнь в супружестве, когда Господь наградит пришедших в Царствие Небесное, достойно проживших мужа и жену, достойно воспитавших своих детей, внуков, правнуков. И действительно за такое нужно награждать, потому что когда совершается венчание, священник, соединяя руки жениха с невестой, вводит их вокруг центральной части церкви и восклицает: «Исаие, ликуй!» И хор напевает это песнопение. Но он произносит также и слова: «Святие мученицы, и же добре страдавшие и венчавшиеся». Что это значит? Если мы посмотрим, то на иконах очень часто мы можем видеть у первых мучеников христианских венцы, духовные венцы над головой. Это известные мученики севастийские, 40 солдат за свою христианскую веру, потерявшие свои жизни в горах Севастии, в ледяном озере. И все, охранявшие их, видели спускающиеся с неба 40 венцов для этих воинов, которые замерзали в озере, но не отказались от своей христианской веры. Также великомученица Екатерина очень часто изображается с венком над головой. Венок или венец – это древнее такое значимое явление, когда награждали победителей на соревнованиях, в Олимпийских играх, либо воинов, одержавших какую-то важную победу, либо тех, кто первым оказался на стене в битве вражеского города, укрепления и остался жив до конца битвы. Таких людей, на них возлагали венцы в качестве триумфаторов, победителей. Вот и здесь точно так же мученики, они побеждают своей верой, своим терпением, своими страданиями, побеждают того, кто их мучает, побеждает дьявола. И точно так же в венчании для укрепления будущей жизни их возлагаются венцы, в знак того, какая награда их ждет. И также мы видим, что действительно жизнь супружеская – это жизнь сложная, когда человек должен исполнять свои обязанности должным образом и также помнить, что отныне семья становится единым целым, муж с женой становится единым целым, и муж обязывается жену любить, заботиться о ней точно так же, как и жена о муже. И в таинстве венчания священник молится о ниспослании этой семье Божьей благодати, о благословении их детей и детей их детей. То есть там очень такие важные, серьезные, сложные молитвы. И поэтому очень странно бывает слышать от молодых людей, от молодежи, что нужно сначала пожить друг с другом какое-то время вместе, друг друга лучше узнать, и тогда уже можно и расписываться, и венчаться. Здесь очень часто такое заблуждение, свойственное молодежи, потому что именно Божья благодать брак укрепляет. Если есть желание быть вместе с молодым человеком или с этой девушкой всю оставшуюся жизнь, если вы едины в своем отношении к миру, к событиям, ко всему остальному, то действительно, если вы друг друга любите, то действительно вы должны быть вместе, и нужно начинать свою жизнь супружескую именно не с греха, а с Божьего благословения, с венчания. А венчание – это и есть Божье благословение, подаваемое семье в этом таинстве, через священника. И поэтому, когда люди повенчаны, Господь очень часто, скажем так, решает их вопросы, сложности, какие-то супружеские трения, какие-то, возможно, несогласия, недомолвки. Это все как-то отходит само собой с вмешательством Божьим. Потому что, когда мы венчаем жениха с невестой, пару,
мы, по сути, просим, чтобы Господь вмешивался в их жизнь, помогал им, укреплял их, преображал их, делал их лучше. И тогда действительно семья полноценна. Семья становится домашней церковью. В ней звучит молитва, в ней есть дела милосердия, дела любви, дела сострадания, терпения. То есть все то, что должно быть в семье. И эти люди могут быть примером для окружающих, для коллег, для соседей. И многие из них захотят брать пример. Такова должна быть семья верующих людей. Вот такое собеседование у нас получилось. Благодарим вас за внимание, дорогие братья и сестры.